Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я не про обрезку и формировку можжевельника, а вы забросали меня вопросами про одно и то же, про черенкование гортензий. Сегодня постараюсь очень кратко, быстро, ясно ответить, чтобы не писать каждому в комментариях. Более подробные видео можно посмотреть на моем канале. Хочется, чтобы по этому способу ваши черенки гортензии быстро и легко укоренились. Он самый быстрый по сравнению с другими. Я убедилась опытным путем. Нарезаем черенки. Ставим с ивой в емкости, в банки или в какие-то ведерочки. Ждем 2-3 недели. Банки никакими пакетами не закрываем. Ставим на окошко, на глаза. Если вода уменьшается, просто доливаем ее. Все. Дальше берем грунт. У меня грунт Эко Плюс. Там есть микроэлементы, и сам грунт очень рассыпчатый. Показывала его в одном из видео про пикирование петуний или про черенкование гортензий. Универсальный. Для хвойных не надо, универсальный. Насыпаем его в стаканчики, не утрамбовываем. Тут я петуньи делаю то же самое для гортензий. Насыпался до верха стаканчика, так и оставляем. Заглубляем черенок на длину с калюсом. Где калюс, там и заглубляем. У меня получается почти вся высота одноразового маленького стаканчика. Можно горшочки для рассады, но они непрозрачные и корни увидеть не удастся. А это радует, когда корешки по стаканчику начинают виться. Заглубили черенки в маленькие стаканчики, не поливаем. Только 2-3 раза пшикнули на них и все. Сразу в герметичный прозрачный пластиковый контейнер. Я его как раз показываю. Если высота позволяет, можно пищевой взять. Герметично очень закрыли и под фитолампы 12 на 12. 12 светим, 12 отдыхает. Если нет ламп, уже можно на окошко ставить. Почти март уже. Раз в день открываем, брызгаем и закрываем герметично. На стенках контейнера должна быть испарина, как в теплицах. Дней через 5, когда увидите, черенки встрепенулись, листики раскрываются понемножку, начинаем приучать их к открытому воздуху. Долго в герметичном не держите, начнут гнить края листиков. Первый день оставьте открытым контейнер минут на 7-10, потом побрызгайте и закройте опять. Каждый день добавляйте время открытия на 5-7 минут. Надо смотреть по факту. Некоторые дни можно оставить время, например, на 1 часе остановиться и дать им привыкнуть. Смотрите по листикам, должны быть блестящие, ярко-зеленые, смотрящие на солнышко, крепкие. Температура в комнате не выше 20 градусов. От батареи подальше. Удобряем плантафол 10-54-10. 54 это доля фосфора. Он помогает удерживать воду корням. Раз в 2 недели. Концентрация 50% от рекомендованной. Начинать брызгать на 7-10 день после высадки. Я показываю свои гортензии, которым ровно месяц после высадки. Вот так они выглядят. У некоторых даже корни выше уровня земли. Есть интересные варианты, что только один листик наверху, из него очень легко можно сделать штамп. Одни чуть больше выросли, другие чуть меньше, но листики должны быть крепенькие. Это опять мишка вот у нас показывается. Это я их из контейнера вытащила и вам показываю. Самые первые мои. Сейчас у меня еще, даже не спрашивайте, сколько их.
У некоторых моих гортензий, не смотрите, повернуты веточки. Это я уже потому, я их ложу в контейнерах, потому что они упираются ветками в крышку. Их уже по-хорошему надо доставать и просто ставить. Вот самые длинные, вот у этих. Я их лежа, они лежат и растут. Тут 11 сантиметров уже ветки. Кручу, верчу. Самая большая опасность сейчас их поломать. Вот эту уже и одним боком ложила, и другим. Уже не знаю, вот в контейнерах, вон, там видно полулежа. Так это еще не самая длинная моя. Значит, какие могут быть ошибки? Самые распространенные, что вы можете напортачить, так сказать. Вянут листики. Это перелив. Значит, вы сильно активно брызгали. С утра до вечера. Надо всего пару раз. Грунт не проливать вообще, акцентируем. Сохнут листики, недостаток влаги или долго был открыт контейнер. Вот так, раз, два, все, побрызгали, все, им на день хватает. В горшочке по бокам видно, испарено в горшочке он. Им хватает влаги, хватает. Вы заметите, если вянут, перебрызгали, если сохнут, долго держали контейнер или сильно жарко у вас, или есть утечка воздуха из контейнера, всегда должна быть испарина на стенках и горшочка, и контейнера. И постепенно приучайте к открытому воздуху, потому что они у нас не всегда же будут в таких условиях. Им надо и к жизни большой привыкать. Вот эти, из которых я буду делать штамбы, как свечки. Видите? Это я, получается, самую верхнюю. У меня этих штамбов уже земля аж высыпается. Так горшочек туда-сюда крутишь, настолько она должна быть рыхлая. Вот такие результаты. Самое быстрое черенкование с ивой. Сейчас я покажу, укореняются все-таки почкой вот эти череночки мои, которые отламываю. Сейчас самое время их задеть и поломать. Лучше не трогать вообще эти черенки. Возраст одинаковый. Что почками я положила, что с ивой. Вот опять корешок этот, который сверху прямо... Ну, его по-хорошему присыпать надо. Видите, какие крепенькие. Их уже, в принципе, легко можно шатать. Они уже вот, те, что меньше, они обламываются. Эти уже более-менее крепкие. Начинают древесневеть. Ну, еще не начинают, но скоро начнут менять цвет зеленых на такой крепкий, древовидный. А почки наши, конечно, еще... Долго мы будем ждать, пока они корневую нарастят, пока они, если их прищипнуть, выдадут боковые веточки. Их, конечно, лучше в грунт не высаживать очень долго. Меня спрашивают, когда будем в грунт высаживать. Я планирую в июне высаживать. Чем раньше, тем лучше. Огородку сделаю. У меня, конечно, собаки. Это проблема. Но я буду что-то думать. В горшках их долго держать тоже нельзя. А вот черенкование почкой, к сожалению, если в конце лета или осенью даже. И то у меня в теплице стоят прошлогодние. Такие они малюсенькие, честно говоря. Все у вас получится. Еще раз можете пересмотреть это коротенькое видео. Удачных вам экспериментов. Будут вопросы, пишите.